Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых контактов из Bot Help в Bison 365. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые контакты из Bot Help в другие системы. Например, в Bison 365 вы сможете добавлять новых подписчиков на страницу регистрации, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bot Help. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Bot Help в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из Bot Help. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет Bot Help. В Bot Help вам необходимо перейти в воронку общения с вашим ботом и добавить новое действие. Действие выбираем «Отправка данных на веб-хук». В появившемся поле вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. После всех изменений сохраняем. Не забываем соединить блок действия в конце общения воронки с ботом. Обратите внимание, если при общении с ботом вы запрашиваете у него какие-то данные, например, email или телефон, то не забудьте указать, в какую переменную эти данные должны добавляться. Когда все действия сделаны, необходимо сгенерировать новые тестовые данные путем общения с вашим ботом. В данном случае у меня подключен бот в Telegram, поэтому необходимо будет протестировать общение в Telegram. После того, как вы прошли полностью общение с ботом, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали путем общения с ботом. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Bot Help успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bison 365. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите добавлять новых подписчиков на страницу регистрации вебинара, выбираем соответствующее действие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bison 365 к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Bison 365. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать страницу регистрации и заполнить поля, необходимые для добавления нового подписчика. В эти поля вы можете добавлять переменные из Bot Help. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе
Вы видите пример данных, которые будут отправляться в Bison 365 при каждом новом контакте из Bot Help. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Bison 365». После успешной отправки переходим в Bison 365 и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bison 365 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!